Мы привыкли называть это место морем, но на самом деле перед нами огромное соленое озеро, расположенное на границе Израиля и Иордании. В этом фильме мы отправимся к одному из самых удивительных водоемов Земли. Вы узнаете, почему вода Мертвого моря почти не поддерживает жизнь, но ценится во всем мире. Мы разберем главные правила безопасного купания, выясним, почему уровень моря продолжает снижаться, и попробуем понять, действительно ли однажды оно может исчезнуть. Мертвое море. Уже само название этого водоема говорит о многом. Кажется невероятным, но эта вода настолько соленая, что для большинства живых существ она становится смертельно опасной. Здесь нет рыб, моллюсков и привычных нам водорослей. Но назвать его абсолютно мертвым было бы неправильно. Ученые обнаружили, что даже здесь существует жизнь. В этой экстремальной среде обитают особые микроорганизмы, археи и некоторые виды микроскопических водорослей. Они сумели приспособиться к условиям, которые для большинства живых организмов оказались бы губительными. Для человека Мертвое море – это настоящий природный феномен. Именно его необычные свойства породили множество мифов. Самый известный из них вы наверняка слышали. В Мертвом море невозможно утонуть. Забудьте об этом. Это один из самых опасных мифов, который до сих пор ежегодно приводит к трагедиям. Да, невероятно соленая вода действительно легко удерживает человека на поверхности. Кажется, что можно просто лечь на воду, расслабиться и не прикладывать никаких усилий. Но именно это ощущение безопасности часто становится главной ошибкой. Купание в Мертвом море совсем не похоже на обычный пляжный отдых. Здесь существуют строгие правила безопасности, и соблюдать их действительно важно. Главное из них – беречь глаза и лицо. Даже если небольшое количество воды попадет в глаза, вы почувствуете мгновенную и невыносимую жгучую боль. А случайно проглотив такую воду, можно получить серьезное отравление. В такой ситуации необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Опасность скрывается даже под ногами. Острые соляные кристаллы и камни легко повреждают кожу, поэтому специальная обувь для купания не просто рекомендация, а разумная мера предосторожности. И все же, несмотря на свою суровую природу, Мертвое море уже многие десятилетия остается одной из самых известных природных здравниц мира. Парадокс заключается в том, что условия, практически непригодные для большинства живых организмов, во многом оказываются благоприятными для человека. Но не только расположение Мертвого моря делает его уникальным. Повышенное атмосферное давление, сухой воздух и высокая концентрация минералов создают условия, которые многие люди считают особенно комфортными для отдыха и восстановления. Не менее известна и грязь Мертвого моря. Она богата магнием, кальцием, калием и другими минералами и уже много лет используется в косметологии и лечении некоторых заболеваний кожи и суставов. Именно поэтому сюда ежегодно приезжают тысячи людей со всего мира, не только чтобы отдохнуть, но и пройти оздоровительные процедуры под наблюдением специалистов. Но сегодня Мертвое море переживает непростые времена. Из-за промышленной добычи минералов и сокращения притока воды из реки Иордан его уровень продолжает снижаться. В среднем
Мертвое море теряет около 1 метра в год. Береговая линия постоянно меняется, появляются карстовые провалы, а южная часть водоема уже давно представляет собой систему искусственных испарительных бассейнов. Ученые и инженеры предлагают разные проекты по сохранению Мертвого моря. Однако каким будет его будущее, пока никто не может сказать наверняка. Мертвое море кажется вечным, но оно продолжает меняться буквально у нас на глазах. Увидеть его сегодня значит стать свидетелем одного из самых удивительных природных явлений нашей планеты. Возможно, однажды вам посчастливится побывать здесь. До встречи в новых путешествиях.